Приветствую вас, прекрасные дамы и господа. С вами Лера Сид. 3 года назад на моем канале вышло видео о моде на клуб романтики. Оно набрало почти 1 миллион просмотров. За это время появилось немало нововведений как в самом КР, так и в моде. В этом видео я расскажу вам о преимуществах и недостатках мода, как перенести прогресс оригинала, создать несколько аккаунтов и подкрутить статы в нужной истории. И нужен ли вообще мод в 2023 году? Если это видео окажется для вас полезным, присоединяйтесь к нашей семье Сидов, подписывайтесь на канал. Ну или просто поставьте лайкусик и оставьте комментарий под видео. Спасибо тем, кто не проигнорирует мои слова. Вы лучшие. Начнем, пожалуй, с главного. Неужели рабочий мод на КР реально существует? Да, он не только существует, а отлично работает и собрал вокруг себя десятки и сотни тысяч довольных пользователей. Ссылка на мод есть в описании и в закрепе в комментариях. В описании еще и ссылки на мои соцсети. Советую подписаться на мой ламповый телеграм, в котором вы почувствуете себя частью нашей семьи Сидов. Как я могу убедиться в том, что он работает перед тем, как установить? Все мои видео прохождения по клубу романтики на канале сняты в моде. Вы можете открыть любой интересующий вас видос и посмотреть, как при покупке платного варианта при недостаточном количестве алмазов игра не выдает ошибку, а меняет количество алмазов и осуществляет покупку выбранного варианта. Смотреть на это одно удовольствие. Так я еще и озвучиваю и комментирую истории во время прохождения, поэтому вам точно не будет скучно. А также на кайфушных стримах я прохожу в моде завершенной истории, общаюсь с подписчиками и обеспечиваю вам кайфушное времяпрепровождение. Мод отлично работает, и за 3 года он ни разу меня не подводил. Мод бесплатный? Нет. Как за все хорошее, за мод нужно платить. Подписка стоит 69 рублей. Причем мы используем слово «подписка», хотя фактически подпиской назвать метод оплаты мода можно, с натяжкой. Ведь именно вы решаете, когда оплачивать и продлевать подписку. Возможно, в какой-то месяц вам не захочется играть в КР, а возможно, вы на время забудете про игру из-за насыщенной реальной жизни. Ваши деньги будут в безопасности. Карты, номера телефонов и кошельков не привязываются к вашему аккаунту, чтобы ежемесячно снимать сумму подписки. Именно вы выбираете, когда оплачивать мод и когда играть. Мод обеспечивает свободу выбора не только в игре, но и в жизни. Есть бесплатный вариант этого мода или сливы? Нет. Бесплатный мод на просторах интернета при покупке платных вариантов показывает странные символы. Более того, в таких модах нет гарантии, что ваше устройство и ваша конфиденциальность будут в безопасности. Вы ведь не приходите в магазин и не требуете отдать вам товар бесплатно. Над модом тоже работали и работают люди, которые получают зарплату и поддерживают сервера в рабочем состоянии, что тоже не делается бесплатно. Если это для вас не аргумент, что ж, мне нечего вам сказать. Зачем нужен мод, если есть алмазная лихорадка? Тут все зависит от вас. Я, к примеру, не выношу, когда кто-то указывает мне, что и когда делать. Хоть я человек терпеливый и могу долго накапливать алмазы и ресурсы, но если есть мод, зачем мне ждать и кусать локти, избегая любые спойлеры после выхода обновы? Алмазную лихорадку ждут как реальную ману небесную и с такой же лихорадкой пытаются успеть пройти все и вся. Но разве это свобода? Когда вы максимум за 2 дня должны успеть пройти часть обновления, обязательно ожидая между сериями из-за нехватки чашек и нервно подсчитывать, сколько серий вы успеете пройти до того, как алмазная лихорадка закончится. Да, лихорадок между обновами бывает несколько, и в принципе все можно успеть. А если АЛ выпадает на дни, когда вы будете заняты? Экзамены, работа, праздники, поездки, отсутствие интернета, в конце концов, в жизни всякое бывает. Тогда вы просто не успеете пройти серии, и вам придется наверстывать упущенное потом. Более того, если вы в истории нажимаете не тот вариант, и в итоге на важном выборе вам не хватает статов, это будет вашей проблемой, для решения которой вам придется перепроходить серию, сезон или всю историю вообще. Лично я предпочитаю свободу выбора, когда и во что играть, не думая, не ожидая маны небесной от разработчиков. Вот она, алмазная лихорадка. Помните, это ваша жизнь, и только вам решать, идти на поводу у системы или самому выбирать свой уникальный путь. Какие преимущества у мода, кроме бесконечных алмазов и чашек? Начнем с того, что в моде есть возможность создавать несколько слотов прохождения, где вы можете вести до 10 параллельных веток в каждой истории клуба романтики.
Более того, вы можете делиться этими слотами с друзьями и играть в один мод на одном устройстве вместе целой компанией. В вашем личном кабинете есть гайд, как создать слоты веток и управлять ими. Второе и самое сладкое, на мой взгляд, это управление статами. Вы можете менять количество статов выбранной истории на необходимое вам для успешного прохождения. Однако совет – не перебарщивайте. Посмотрите, сколько максимум статов в истории на момент прохождения вообще есть, и подкручивайте количество в соответствии с этим числом. Например, в Дракуле за 3 сезона мы собрали только 4 света души. Я в видеопрохождении набрала лишь 2 стата. Но кто слушал внимательно, помнит, что видео я снимаю в моде, поэтому подкрутить нужное количество мне не составило труда. Помимо статов можно редактировать прогресс истории. В том же разделе со статами есть возможность выбрать сезон и серию, чтобы не перепроходить миллион лет ненужные серии, указать имя героини и ее питомцев, указать количество улучшений с персонажами в истории, даже с уходом в минус. У вас не иллюзорная, а настоящая свобода выбора, как, с кем, насколько сильно прокачивать отношения, называть и идеально или не идеально проходить истории. Что называется, почувствуй себя всемогущим. И вишенка на торте. Иногда разработчики делают скидки на подписки на какое-то время, например, на неделю. Тогда стоимость подписки составляет 55 рублей, а не 69. Мелочь, а приятно. А какие недостатки? Единственный недостаток, на мой взгляд, это то, что мод стоит 69 рублей в месяц. Но это стоимость одного дошика в Питере, его на месяц не растянуть. А удовольствие от мода вы получите на целый месяц. Как установить мод? Давайте по порядку. Сначала проходите по ссылке в закрепе или в описании и оказываетесь на сайте мода. Для входа в личный кабинет вам нужно выбрать, с какого аккаунта зайти. Можно зайти через ВК или же через Telegram. Система работает так же, как, например, когда вы заходите на AliExpress или другие похожие сервисы, выбирая для входа ВК, Facebook или Twitter, только тут выбор между ВК и Telegram. Ранее я советовала удалить оригинал КР перед установкой, сейчас же не спешите это делать. Вы можете оставить оригинал, так как мод будет в новом приложении, в Android. То есть на Android вы можете играть как в оригинал, так и в мод на одном устройстве. Айфоном придется установить мод поверх уже имеющегося приложения КР. Итак, продолжим. Открываем оригинальное приложение, заходим в настройки, инструменты и копируем свой UID. Скиньте его себе в блокнот или в личку, чтобы не потерять. Дальше возвращаемся в кабинет. В зависимости от вашего устройства процесс установки будет разный. На Android установить мод проще всего. Достаточно скачать последнее обновление в личном кабинете, разрешив установку из неизвестных источников. Телефон может ругаться, это совершенно нормально, не пугайтесь, он так делает на все файлы формата APK. После этого открываем мод. У ярлыка будет название мода R. И видим, что у нас 0 алмазов и чашек. Открываем настройки, инструменты, снова копируем UID, на этот раз в приложении мода, закрываем мод. Переходим в личный кабинет и в разделе «Привязка аккаунта» вставляем только что скопированный UID. Нажимаем «Сохранить». Дальше необходимо оплатить подписку. Способов оплаты очень много, вы можете выбрать тот, что подходит вам. После того, как на вашем счету будет 69 рублей или больше, вы можете нажать на самую верхнюю кнопку в личном кабинете «Продлить». Точнее, не можете, а это нужно сделать. Итак, ваша подписка должна быть активной. Снова заходим в мод и видим, что количество чашек и алмазов изменилось. Хоть чашек там 2, не пугайтесь, они не будут тратиться, поэтому они бесконечные. Можете открывать любую историю и наслаждаться игрой. Как установить мод на iPhone? В зависимости от версии iPhone процесс установки будет несколько отличаться. Инструкция по установке есть в личном кабинете. Удалять старое приложение не нужно. Мы установим мод поверх оригинала. Делаем все то же самое, что в Android сначала. Сохраняйте UID из оригинала, если не хотите потерять прогресс. Для iOS 14 и более поздних версий установка дополнительных приложений не потребуется. Достаточно будет установить профиль, по инструкции в личном кабинете зайти в настройки и установить доверие сертификатов напротив мода R. После чего выполняем все то же, что в установке мода на Android. Заходим, копируем UID, привязываем, оплачиваем, при желании переносим прогресс. Если у вас iOS 13 и более ранние версии, вам придется повозиться и скачать дополнительно DNS Clock из App Store и настроить его по инструкции в личном кабинете. У меня самой Android, поэтому если у вас возникнут в ходе установки вопросы, рекомендую обратиться в поддержку в личном кабинете. Она работает как в ВК, так и в Телеграме. Как перенести прогресс?
Помните, вы сохранили старый UID из оригинала? Снова закрываем игру, заходим в личный кабинет и находим раздел «Перенос прогресса». Вставляем туда UID, который вы сохранили первым, и нажимаем «Перенести». Вновь перезаходим в игру и наслаждаемся. Это работает как для Android, так и для айфонов. Только имейте в виду, перенести прогресс с мода на оригинал не получится. Вышло обновление. Как мне его установить? Если вы не подписаны на Telegram мода, где всегда с выходом обновы публикуют новые версии мода, чекайте личный кабинет на появление обновленной ссылки. Это вот здесь. Андроидам нужно будет скачать и установить новый APK-файл поверх старого. То есть удалять ничего не нужно, иначе вы потеряете прогресс и вам придется перепривязывать аккаунт заново. Если у вас iPhone, все вообще просто. Ну хоть где-то же должно быть проще, учитывая, сколько вы сделали, чтобы его установить, верно? С выходом обновы зайдите в App Store и нажимайте на «Обновить» напротив игры. Вы великолепны. У меня не получается установить мод, он не работает. Что делать? Вариантов несколько. Прежде всего, вам нужно проверить, достаточно ли на вашем устройстве свободного места. Если нет, освободите его. Нужно дать разрешение на установку файлов из неизвестных источников. Если у вас не открывается ссылка на личный кабинет, скопируйте ее и попробуйте открыть в другом браузере. Можете перезагрузить устройство или удалить старую версию мода, если она у вас есть. Но сначала сохраните UID из старой версии, чтобы не потерять прогресс. Если же проблема в том, что вы оплатили подписку, но в моде у вас все равно 0 чашек и алмазов, проверьте, активна ли ваша подписка в личном кабинете. Если все сделано верно, или вы не нашли в этом видео ответ на свой вопрос насчет мода, обратитесь в техподдержку в Телеграме или ВК. Вам оперативно помогут решить проблему. Как оплатить подписку, если я не из России? В личном кабинете предусмотрена такая функция. Пролистайте страницу ниже и нажмите на нужный вопрос. Там будет ссылка на оплату купона, который равноценен подписке на мод. Оплатите его, перейдите по ссылке и наслаждайтесь модом. Меня забанят разработчики КР? Это как-то неправильно. Максимум, где вас могут забанить, это в паблике ВК, как было со мной. Все-таки мой самый популярный видос на канале посвящен именно моду, они не могли этого не сделать. В игре вы будете использовать другой UID, поэтому никто забанить вас в самом приложении не сможет. Ну, разве что вы сами напишите разработчикам свой старый UID и попросите вас забанить. Тогда, конечно. Если же вы не хотите платить за подписку и принципиально не платите за такие вещи вообще, это ваше право. Я считаю, что любой труд должен оплачиваться. Даже если это мод на популярную мобильную игру. И нет, это не воровство. Не в том гиперболизированном мире, как некоторые любят это подавать в комментариях. Открою вам секрет. Очень маленький процент людей в клубе романтики покупают алмазы и чашки, напрямую поддерживая разработчиков. 9 из 10 человек лучше посмотрят рекламу, чем пойдут тратить баснословные деньги на донат в этой игре. Вы сами посмотрите на эти расценки. За рекламу разработчики получают достаточно много, я бы даже сказала очень много денег, учитывая количество игроков и тот факт, что реклама есть всегда. Поэтому только вам решать, использовать мод или нет. Я пользуюсь им больше 3 лет, и он еще ни разу меня не подводил. Я довольна. Нужен ли мод в 2023 году? На этот вопрос после всего услышанного вы можете дать ответ сами. Я не имею права указывать вам, как поступить и что выбрать. Моя задача состояла в том, чтобы рассказать вам о моде и о том, какие возможности он перед вами открывает. Если вы привыкли играть в оригинал и собирать алмазы, вы можете делать это и параллельно играть в мод. Имея Android или 2 устройства, например, телефон и планшет. У меня эмулятор и телефон. Я снимаю видео и провожу стримы с эмулятора, а смотрю рекламу и наслаждаюсь игрой самостоятельно с телефона. Я счастлива, что есть версия моей любимой игры, где я могу наслаждаться игрой, не задумываясь о том, хватит ли мне алмазов или чашек на долгое прохождение, и не забыла ли я зайти в игру, чтобы не потерять свой 1000 какой-то там день входа. Если вы все равно не хотите использовать мод, и вам достаточно алмазной лихорадки, это тоже ваше право. Я высказала свое нежелание играть тогда, когда мне укажет алмазная лихорадка. Это мое видение ситуации. Если вас все устраивает и вы готовы на такие жертвы, или вовсе не считаете это жертвой, это тоже окей. Решение все равно принимаете вы. Помните, что потраченного времени не вернуть. Особенно обидно, если оно было потрачено на ожидание чего-либо. Ваша жизнь в ваших руках, и только вам решать, как ею распоряжаться. Я лишь хочу пожелать всем, кто досмотрел видео до этого момента, хорошего года, здоровья и благополучия. Надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий под этим видео, если оно вам понравилось. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Всем, кто подпишется на канал, добро пожаловать в семью Сидов.
У нас тут тепло, уютно и всегда рады новым добрым лицам. Каждые выходные я провожу стримы и, кроме клуба романтики, прохожу немало классных новелл как на стримах, так и в формате видео. Вы обязательно найдете здесь что-то, что придется вам по душе. Спасибо вам огромное за просмотр. Я вас целую, обнимаю и добра желаю. Пока-пока!